Здравствуйте, друзья, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 29 июля 2026 года. И я хочу подробно, спокойно и максимально ясно разобрать один очень важный и, на мой взгляд, ключевой вопрос. Вопрос, который многие предпочитают обходить стороной или замазывать громкими лозунгами. Это такой вопрос. Почему именно украинцы с западных областей, прежде всего Львовской и Ивано-Франковской, с таким остервенением, с такой почти религиозной яростью выступают сторонниками принудительной украинизации? Почему для них язык стал главным, а часто и единственным критерием того, кто имеет право называться украинцем, а кто этого права лишен? Вспомним хотя бы ту же Ирину Дмитриевну Фарион, убитую 19 июля 2024 года. Она как раз является ярким представителем людей этой категории. Поэтому, друзья, я буду говорить прямо, без обиняков и без политкорректных завуалирований. Потому что только так можно добраться до сути. Давайте начнем с истории. Не с мифов, не с пропагандистских конструкций, а с того, что было на самом деле. До 1939 года территория нынешней Львовской области входила в состав Польши и называлась Русским воеводством. Центром этого воеводства был город Лемберг. Тот самый город, который сегодня носит имя Львов. Ивано-Франковская область в те времена имела другое название – Станислав. Жители этих земель говорили на языке, который и они сами, и окружающие называли рускомов или русская мова. Это не современный украинский литературный язык. Это была именно русская мова в тогдашнем понимании. Именно на этой русской мове говорил Степан Бандера. Это исторический факт, который сегодня стараются не замечать. И самое важное, никто в те времена всерьез не называл этих людей украинцами. Ни они сами себя так массово не называли, ни поляки, ни кто-либо еще. Их называли русаками. Русаками. Это был их привычный, устоявшийся идентификационный ярлык. Они были русаками, говорившими на русской мове. А теперь внимание на поворотный момент. В 1939 году Сталин присоединил эти территории к Советскому Союзу и включил их не куда-нибудь,
а именно в состав Украинской Советской Социалистической Республики. И вот с этого момента, то есть 1939 года, бывшие русаки, говорившие на русской мове, вдруг практически в одночасье стали числиться украинцами. То есть превратились в украинцев. Не потому, что у них внезапно проснулась какая-то древняя украинская идентичность, а потому что так решила советская администрация. Их просто переписали, переименовали, включили в другую графу. И вот здесь начинается самая интересная и самая важная логика. Эти люди получили украинскую идентичность относительно недавно, через акт административного присоединения к Украинской ССР. У них не было глубокой, веками выстраданной, органически сложившейся украинской самоидентификации, которая существовала бы независимо от языка. Их прежняя идентичность была русинской, русацкой, а новая, украинская, была им по сути присвоена сверху. Что из этого следует? А следует очень простая и жесткая вещь. Единственный реальный инструмент, с помощью которого они сегодня могут подтверждать и защищать свою новую украинскую идентичность, это язык. Только язык. Если убрать язык, то возникает очень неудобный вопрос. А чем они, собственно, отличаются от тех самых русаков, которыми были еще вчера по историческим меркам? Если они не говорят на украинском языке, то какие они украинцы? Они же были русаками и говорили на русской мове. Язык для них это не просто средство общения. Это единственный оставшийся маркер, который позволяет им дистанцироваться от собственного прошлого и закрепить за собой новый статус. Именно поэтому они с такой яростью, с таким остервенением требуют принудительной украинизации для всех остальных. Потому что для них самих это вопрос не культуры, не эстетики и даже не удобства. Это вопрос самосохранения их новой идентичности. Без жесткого языкового барьера их украинскость начинает выглядеть очень тонкой, очень недавней и очень уязвимой. И они это чувствуют. Может быть, не всегда осознают на уровне рационального анализа, но чувствуют очень остро и реагируют соответственно. Посмотрите, как это работает на практике. Человек из Львова или Ивано-Франковска
может с пеной у рта доказывать, что если ты не говоришь на украинском, то ты не украинец. При этом он почему-то забывает, что его дед или прадед вполне спокойно назывался русаком и говорил на русской мове. Эта историческая амнезия не случайна. Она функциональна. Она нужна для того, чтобы новая идентичность выглядела древней и незыблемой. Я хочу, чтобы вы поняли главную мысль. Эти люди не могут по-другому себя идентифицировать в качестве украинцев. У них просто нет другого инструмента. Нет глубоких исторических корней украинской самоидентификации, независимых от языка. Есть только язык. Поэтому они и цепляются за него с такой силой. Поэтому они и требуют, чтобы все вокруг говорили на украинском. Потому что если все будут говорить, тогда и их собственная идентичность получит дополнительное подтверждение. А если вокруг будут говорить по-другому, тогда их собственный статус начнет размываться. Именно поэтому я говорю, нужно относиться к их сентенциям со снисхождением и с пониманием, не с ненавистью, не со злобой, а именно со снисхождением. Потому что перед нами не какая-то особая злоба или особая идейная твердость. Перед нами защитная реакция людей, чья идентичность была сформирована относительно поздно и держится по сути на одном единственном столпе – на языке. Убери этот столб, и конструкция рушится. Это и есть их психотип. Психотип людей, которые были русаками, говорили на русской мове, а потом в результате политического решения стали украинцами. И теперь вынуждены изо всех сил удерживать эту новую идентичность единственным доступным им способом – через язык. Вот и вся логика, друзья. Никакой мистики, никакой особой западной духовности, никакого древнего украинского духа. Просто историческая механика и психологическая необходимость. Я рассказал вам это не для того, чтобы кого-то оскорбить. Я рассказал это для того, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Чтобы не удивлялись ярости, с которой звучат требования принудительной
украинизации. Чтобы видели причину, а не только следствие. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что слушали внимательно. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!